Юг Бразилии оказался совсем не таким, каким мы всегда представляли Бразилию. В общей сложности мы провели здесь 2 месяца и проехали через половину региона. Побывали на волшебном острове Флорианополис, погуляли по неожиданно немецкому Блюменау, взяли на прокат машину и отправились через полстраны к водопадам Фос-Игуасу. Там мы умудрились побывать сразу в 2 странах за 1 день, в Бразилии и в Аргентине. А закончилось это путешествие в городе Куритиба. Привет, меня зовут Кристина, и я путешествую по миру. В этом и в следующих выпусках я покажу вам такую Бразилию, о которой вы, скорее всего, никогда даже не слышали. Первой нашей точкой стал остров Флорианополис, или как местные ласково называют его, Флорипа. Это волшебный остров в Бразилии. С одной стороны бесконечный океан, с другой зеленые холмы и тишина. Рум-тур нашего дома во Флорианополисе. Мы прилетели на остров впервые, и так вышло, что арендовали домик в районе Инглезес. Дом большой, двухэтажный, с 2 спальнями. Мы были не в разгар сезона и заплатили за 2 недели $834, но сам район не понравился. Считается, что северная часть острова, куда входит район Инглезес, более развитая. Там действительно была вся базовая инфраструктура, супермаркеты и парочку кафе. Район на самом деле неплохой, но совершенно не живописный. Другие части острова мне понравились намного больше, и их я вам покажу дальше. Пойдемте посмотрим пляж. Пляж красивый. Красота вообще. Хоть район мне и не понравился, но пляж Инглезес, который был всего лишь в 5 минутах от нашего дома, великолепен. Когда мы были во Флорипе впервые, погода теплом не радовала, поэтому искупаться не получилось. Зато любовались пляжем практически каждый день. Приехали с Кириллом еще в один район. Он называется Журере. Это самый элитный район на острове. Ну, дома здесь, конечно, ребята, роскошные. Вот тут можно жить. Вот тут нужно жить. А еще, смотрите, я обратила внимание, что здесь нету заборов. Значит, я могу сделать вывод, что здесь очень безопасно. Круто, очень чисто, безумно красиво. Журере – престижный район Флорианополиса, расположенный на севере острова. Это безопасный район с аккуратной застройкой и ухоженными улицами. Местный пляж со спокойной водой. Здесь приятно гулять, но и цены на аренду кусаются. По крайней мере, те, что я видела на Airbnb. Район очень спокойный. Инфраструктура базовая, немного кафе и пару супермаркетов. Из достопримечательностей на холме находится крепость, построенная в 18 веке, но мы туда уже не пошли. Приехали в центр города, но начали немножко не совсем с центра, а с ботанического сада, в надежде на то, что мы сможем сегодня увидеть капибар и, возможно, даже крокодилов. По крайней мере, в отзывах на Google картах они были, но, как я понимаю, не всегда. Ботанический сад здесь бесплатный. Люди гуляют, и мы, собственно, тоже. Могу сказать, что мне уже нравится. Мне нравится то, что он бесплатный. Говорят, что капибары появляются только в солнечную погоду. День, когда мы отправились на их поиски, было пасмурно, но одну капибару нам все-таки удалось обнаружить. Нам повезло, и в этот день мы увидели не только капибару. Каково же было мое удивление, что во Флорианополисе водятся крокодилы. Смотрите, мы не можем разобраться, то ли ящерица, то ли крокодил. Тут на одном клочке земли как много всего. Опа, пацан стоит. И он нифига, он замер, и вот он уже очень давно так стоит. Просто, он, смотри, шаг делает. И смотрите, вот здесь еще тоже, вон, смотрите. Видите, 1, 2, 3. Как думаете, это просто ящерка такая или это прям микрокрокодильчик? Слушайте, ну прикольно. Прикольный парк городской, можно погулять. Бразилия забрала все себе. У нее тут океан, какие-то прикольные мохнатые горы, озера, еще и городские парки. Не слишком ли дофига? В некоторых странах даже такого просто парка-то обычного не найти, еще и с капибарами, да крокодилами. Приезжайте, погуляйте. Тут не то чтобы есть чем заняться, делать тут особо-то нечего, но вот именно просто отдохнуть душой, прогуляться, послушать пение птичек.
Флорианополис — это не только пляжи, на острове есть и центр города. Построены высотные современные дома, торговые центры, множество ресторанов и медицинские клиники. Кстати, пока мы были на острове, успели сделать плановые обследования желудочно-кишечного тракта. Подробно о том, как это было и сколько стоило, рассказала у себя на канале в Телеграм. Центр города в странах Латинской Америки чаще всего не самое приятное место. Что касается Флорипы, центр здесь даже близко не так ужасен, как в Рио или Сан-Паулу, но атмосфера все равно отличается от прибрежных районов. Прогулялись немного в центре и поехали осматривать южную часть острова. Спойлер, она нам понравилась больше всего. Погода разошлась, поэтому мы решили пока не ехать домой и прогуляться еще по одному району Лаго. Передвигаться можно на автобусах. Если у вас есть водительские права на мотоцикл, то вы можете арендовать мотоцикл. У нас были только тайские права, но они, к сожалению, закончились еще полгода назад. Сейчас есть удостоверение только у меня, но они только на машину. На машине, вообще здесь можно на машине передвигаться. Здесь вот сейчас, по крайней мере, в такой не сезон, нет вообще пробок. Есть какие-то заторы, но я бы их даже не назвала пробками. Мы пока передвигаемся на такси. Такси стоит, я бы не сказала, что очень дешево, но в целом, нормально, терпимо. А еще здесь очень хорошо развит общественный транспорт. Вот сзади меня проехал автобус. Возможно, мы попробуем прокатиться как-нибудь на автобусе, потому что они повсюду и ими можно пользоваться. Район Лаго — это парочку улиц оживленных с кафешками. И на этом все. Мы сейчас идем по мосту, по сути, вдоль озера и до другого клочка оживленности. Здесь, знаете, так интересно, прям вообще супер-мега деревушка, прям деревушка. И в каждом районе буквально там одна какая-то небольшая улочка с таким кусочек оживленности. И вот мы сейчас от одного кусочка оживленности идем до другого кусочка оживленности. Шли и дошли до достопримечательности, до песчаных дюн. Здесь можно арендовать доску и покататься на этих дюнах на доске. Выдается эта доска на 1 час, стоит 30 бразильских реалов. И каждые 3 спуска его нужно натирать то ли воском, то ли чем-то таким скользящим. Пока катались на доске по песчаным дюнам, познакомились с местной парой бразильцев и мило поболтали. Вообще с бразильцами просто невозможно не познакомиться. Они очень приветливые, милые и открытые. Немного покатавшись, мы отправились осматривать другие районы Флорипы. Приехали в район Кампечи, причем он делится на Кампечи и Ново-Кампечи. Сейчас мы как раз в районе Ново-Кампечи, пообедали и идем посмотреть на океан. Здесь очень много серфингистов, очень много таких всяких кафешек, более стилевых, чем в других частях острова. Такие домики здесь очень красивые. Только выглянуло солнце, бразильцы уже все полураздетые. Да какой полностью раздетые. Так удивительно на самом деле, потому что на улице не то чтобы прям супер-мега жарко. Хорошо, солнце подпекает, но вообще не так, чтобы ходить в купальнике. Они часто тоже ходят босиком, я обратила внимание. Мне кажется, это больно вообще. Хотя, наверное, очень полезно. В общем, заметила, что они любят ходить очень-очень голышом, когда погода при этом может быть не супер жаркой. Мы сходили на пляж, океан роскошный, потрясающий, очень-очень волнистый, совершенно не для купания, столько сильные волны, и вообще чувствуется мощь даже просто от одного ветра. Такой бриз аж поднимается, и легкая такая пелена, это ужасно красиво, а еще там гораздо холоднее, чем в городе. Если в городе еще ходишь, и местами прям жарко становится, там прям вообще супер-дупарь.
проезжали мимо района, в котором я давно хотела побывать, но сюда все было как-то не с руки ехать. Он называется Барра де Лаго. Сейчас мы как раз на Прае де Лаго, посмотрим на океан при свете солнца, причем здесь он по-особенному классный, потому что еще поблизости залив, который как раз-таки океан впадает в озеро. Какое красивое место, это просто капец. Наконец-то наладилась погода, но и то не сказать-то, чтобы прямо вот жарко было. Это может и хорошо, нету изнуряющей жары, но просто то, что есть солнышко, в принципе, можно немножко поплескаться, я думаю, в океане, и нам завтра уезжать. Сейчас мы приехали, чтобы арендовать авто. Собственно, мы его уже арендовали. Взяли Fiat. И посмотрите, он вообще в супер новом состоянии. Царапинки, ничего. Отлично выглядит. Стоила эта машина $88 за 2 дня. И эта стоимость уже с отдачей в другом городе. Мы едем из Флорианополиса до Блюменау. Отдавать будем в Блюменау. Да, здесь недалеко, но все равно считаю, что это очень недорого. Залог был $92. Который, как обычно, возвращается позже. Аренда, возможно, понятное дело, только с кредитной, не российской картой. От Флорибы до Блюменау около 150 километров. Дорога обычная, асфальтированная, междугородняя трасса с платными элементами. Особо живописных видов по пути почти нет, зато есть крупный город Балнеарио-Камбарио. В этот раз мы туда не заехали, но в следующих выпусках мы еще побываем в этом городе, и я вам его покажу. Ну что, мы добрались до Блюменау. Дорога заняла процентов на 30 дольше, чем писал Google Навигатор, но это потому, что я езжу очень медленно. Я хочу вам показать, какие апартаменты, какие малюсенькие апартаменты у нас в Блюменау. Но они недорогие, и здесь очень много всяких разных зон. Я их вам тоже покажу, но сперва апартаменты. Ой, кошечка там зевнула. Здесь есть вот кровать, окно, стол, микродиванчик. И вот, представляете, вот там дверь, где стоит Кирилл. Вот наши вещи. Негде даже чемодан открыть. Ну, короче, вот такая малюсенькая, и все на этом. Вот такая ванна. Я надеюсь, что общие зоны перекроют эту маленькую комнату, потому что там есть коворкинг, где можно работать, чтобы не сидеть вот в этой вот комнатушечке маленькой. И даже барчик какой-то, бассейн, все такое. Мы поднялись на предпоследний этаж. У нас здесь, смотрите, направо пойдешь, паб найдешь, бара, паба, что-то такое. Его, кстати, надо бронировать заранее. И вот здесь, смотрите, бильярд. Там, кстати, вроде можно даже готовить. Еще ничего себе, там еще пивная штука, что ли. Здесь у нас вот такой зал прикольный. Вид очень красивый. Тут еще и балкон, я так понимаю, можно выйти. Смотрите, там какой вид роскошный. Вообще город Блюменау прям очень-очень красивый. Мы ехали, я прям говорила вау, 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 каждую секунду. Ну, собственно, вот это уже все и есть коворкинг. Слушайте, круто, круто. Выглядит прям очень классно. Еще смотрите, что здесь есть. Кофейный аппарат. Можно выпить кофе. Поэтому хата и 15 квадратов, потому что здесь вот такие зоны. И вот, собственно, балкон. Кирилл пытается выбраться. Пойдемте посмотрим. Красота, да? Посмотрите, какой роскошный вид. Здесь, конечно. А вот и спортзал. Ну что, Кирилл-то, тут роскошный спортзал, да? О, ничего себе, здесь есть груша. Капец. И смотри, здесь есть турники, нигде их нету никогда. Вообще. Остаемся жить в Блюменау. Если вам этого всего недостаточно, бассейн вот с таким роскошным видом. Бассейн, кстати, не маленький. Капец, круто. Не, ну если вам этого мало, то давайте пожарим гриль. Здесь есть отдельное помещение, где вы можете просто посидеть и пожарить барбекю. Здесь
здесь можно просто посидеть, почилить. Посмотрите, какая красивая зона. Мы вышли на прогулку в центр города, и здесь такой классный центр. Здесь все такое красивое. Город Блюменау находится на юге Бразилии, в штате Санта-Катарина, и на первый взгляд совсем не похож на типичную Бразилию. Немецкие дома и вывески, аккуратные улочки, пекарни и пиво. Иногда казалось, что мы вообще оказались где-нибудь в Германии, и это не случайно. Город основал в 1850 году немецкий фармацевт и философ Герман Блюменау. Он приехал сюда вместе с группой переселенцев из Германии и основал колонию, которая со временем превратилась в город. С тех пор немецкая культура здесь очень сильно сохранилась. Многие местные семьи до сих пор имеют немецкие корни, а архитектура, кухня и даже некоторые традиции напоминают Европу. Блюменау особенно известен своим фестивалем пива Октоберфест Блюменау. Это второй по величине Октоберфест в мире после Мюнхенского, и каждый год сюда приезжает множество людей. Но даже вне фестиваля город очень уютный. Здесь приятно просто гулять по улицам, заходить в кафе, рассматривать необычные дома и иногда ловить себя на мысли, что ты все еще в Бразилии. Блюменау стал для нас одним из самых неожиданных городов на юге страны. Погуляв по центру города, мы с Кириллом решили отправиться в виллу Германика. Это немецкая деревня. Как раз таки там и проводят Октоберфест, который второй по величине, по масштабу в мире после вроде бы Мюнхена. Сегодня суббота. Кругом работают какие-то барчики, ресторанчики, играет музычка. Мы вошли в главные ворота и попали, собственно, в эту деревню. И здесь действительно как в Германии. Мы были в Германии, но, правда, мы были в Берлине, поэтому там он более индустриальный. В немецкой деревне, конечно же, невозможно попробовать пиво. Все-таки мы в месте, где проходит Октоберфест. И хоть мы сейчас не на Октоберфесте, но мы не отказали себе в кружечке пива. Сейчас пришли в один из ресторанов, который здесь есть популярный, с 8000 отзывов. Заказали себе пивка, конечно, по кружечке. Вообще мы алкоголь не пьем и никому не советуем, но иногда можно пропустить в таком-то месте. И здесь ресторан специализируется на картошке, как крошка-картошка. Может быть, кто-то знает такую, знаете, типа картофель, там пюрешка такая и с разными начинками. В общем, взяли себе такую картошку и пиво. Будем сейчас пробовать. Пришло время уезжать из Блюменау. Как обычно, арендовали автомобиль. Снова за рулем я. В общей сложности мне сейчас предстоит проехать 800 километров в одну сторону и потом 800 километров в другую сторону. Один из этих путей мы разделим на 2 дня. Сегодня мы едем 400 километров, ночуем в промежуточном городе. Завтра мы уже доедем до города Фос-де-Игуасу, чтобы посмотреть национальный парк с водопадом. Как на бразильской стороне мы планируем посмотреть, так и на аргентинской. Направляемся в город Гураува, как-то так, в общем, он называется. Остановились в туалет у случайной заправки, где-то чуть меньше, чем 2 часа от нашего города. А здесь, представляете, то ли ламы, то ли альпаки пасутся и какие-то смешные петухи. Это кто такие? Индюшки, что ли, какие-то? День второй, проснулись в отеле. Арендовали мы отель. Ибис здесь оказался. В общем, простой номер. Здесь есть одеяло, представляете? Я в шоке. В Бразилии просто редко можно встретить одеяло, а здесь есть одеяло. Обычно всегда простынка и пледик.
Доехали мы до Фоста, заселились в квартиру. Вы посмотрите, какая роскошная квартира. Это у нас такая гостиная, обеденная. Здесь у нас кухня, есть даже духовка. Но как убей, не могу найти противень. Его, по ходу дела, здесь нет. Во всех ящиках посмотрела, конечно же, в духовке посмотрела. Нифига нету. Классная обеденная зона. А там еще такой обалденный вид. Ну это же вообще супер-мега красота. Здесь у нас туалет. И вот они делают очень клевую квартиру. Все классно и все равно свой дурацкий душ. И причем, который просто металлически в стене торчит, он и то лучше, потому что он такой под углом, под ним удобнее мыться, он как бы тебе на грудь условно падает, чем вот это вот херобора. Спальня, очень хорошо сделанный шкаф в потолок, а то обычно там пылесборник. И вот такая спальня. И тоже есть кондиционер. Но приехали мы сюда, конечно же, чтобы посмотреть на водопад Игуасу, причем сразу же с двух сторон. Начинаем смотреть именно с бразильской стороны. Билеты покупали онлайн. Ссылку на онлайн покупку билетов я оставила у себя на канале в Телеграм. Там можете посмотреть, купить билеты заранее, если хотите избежать пробок. Мы приехали к 13:30. Пока вроде бы визуально людей немного. Загрузились в автобус, сейчас поедем до остановки к водопадам. Доехали на автобусе до остановки, куда начинается тропа по парку. Первое, что чувствуешь, заходя в парк, это масштаб. Еще не видно самих водопадов, но уже слышен их гул, который становится все громче с каждым шагом. В какой-то момент они просто открываются перед тобой. Огромные потоки воды, которые падают вниз с высоты почти 80 метров. И это только часть. Всего здесь больше 270 водопадов, и они растянулись почти на 3 километра вдоль границы двух стран, Бразилии и Аргентины. С бразильской стороны открывается самый панорамный вид. Ты как будто смотришь на все это со стороны и видишь сразу весь масштаб. Дорожки идут вдоль обрыва, и с каждым поворотом вид становится все мощнее. Вода, шум, ветер и брызги, все смешивается. Чем ближе подходишь, тем сильнее это ощущается. В какой-то момент буквально накрывает водяной пылью. Телефон мокрый, одежда мокрая, но уйти вообще не хочется. И главное здесь это глотка дьявола, самый мощный водопад во всем комплексе. Огромная воронка, куда с бешеной силой падает вода. Это невероятно красиво. Не зря это место считается одним из самых впечатляющих водопадов в мире и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но самое интересное, что бразильская сторона это больше про обзор и масштаб. Ты как будто смотришь на все это как зритель. А дальше нас ждала аргентинская сторона, где все ощущается уже совсем по-другому. Самый простой и недорогой способ добраться из Бразилии в Аргентину и обратно – автобус. Здесь курсируют две компании – Рио Уругвай и EasyBus. Автобус идет не до самого национального парка, а до автобусной остановки в Аргентине. Там нужно пересесть на другой автобус, либо воспользоваться такси. От бразильской остановки до аргентинской примерно 14 километров. До национального парка еще примерно столько же. За проезд заплатили 120 бразильских реалов туда и обратно на двоих. Это около $23. Бразильскую границу мы вообще не проходили, я вообще не поняла, где, как, что, почему. Просто автобус сразу приехал к аргентинской граничникам. Те просто посмотрели наш паспорт и отдали его обратно. Спросили, вы вот в этот типа национальный парк? Мы такие, да. Все, они нам не ставили штамп ни на выезд из Бразилии, ни на въезд в Аргентину. Вы можете доехать до городской автобусной остановки и оттуда уже на автобусе Рио Уругвай добраться до национального парка. Либо автобус из Бразилии останавливался по пути, и там стоял автобус, этот же Рио Уругвай, который идет до национального парка. С нами было два перуанца и одна японская женщина. И у всех были карты, никто не мог им заплатить в автобусе. Автобусник сказал, я не принимаю карты.
Не знаю, может быть, он обманул нас, может, он в сговоре с таксистами или еще что-то. К нам подошел таксист и сказал, что поехали на такси, за всех будет стоить так же, как если бы вы каждый заплатил за автобус. Мы согласились, таксист супер-мега клевый вообще, он нам все рассказал, все объяснил. У него был терминал для банковских карт, он принимал песо, доллары, бразильские реалы, вообще все, у кого что было, те то и насобирали. В общем, очень классный. Ехали мы вот такой компашкой впятером на такси. Приехали. Здесь мы уже, так как купили билет заранее, мы просто по QR-коду прошли внутрь. Если вы билеты не покупали, то нужно будет отстоять очередь и покупать здесь. Можно доехать до самой главной глотки дьявола на поезде, но он идет очень медленно. Мы уже научены этим опытом, когда мы поднимались к статуе Христа Искупителя в Бразилии. Мы не поедем на этом поезде, максимум на нем можно вернуться обратно. Поэтому мы пойдем пешком, и пешком идет тропа Сердера Верди, что в переводе «зеленая тропа». Идем по ней, она где-то, пишут 15 минут, но мне кажется больше. Ну, в общем, идем по ней, скажем, сколько короче, сколько времени на это ушло. Запасайтесь водой, жара неимоверная. И отправляйтесь в путь, кайфуйте. Какой он клевый. Может, сам хвост кинул. Парк здесь, конечно, раза в 3 больше, чем в Бразилии. Здесь раз в 5, наверное, больше туристов, причем совершенно из разных стран. Если в Бразилии слышишь только речь, максимум совсем немножко испанскую, то здесь вся возможная речь, очень много азиатов в том числе, много американцев, французов, немцев мы уже услышали. В общем, интересно. Идем сейчас пешком до глотки дьявола. Если вы не хотите ехать на поезде так же, как и мы, идти 2,5 километра. А обратно можно вернуться на поезде бесплатно. Сейчас пройдем туда пешком, а обратно поедем на поезде. Ну, потому что там гигантская, просто невероятно большая очередь, сидеть ее ждать. Плюс сам он идет очень медленно. Лучше прогуляться пешочком. С аргентинской стороны ты стоишь прямо над той самой глоткой дьявола. Вода уходит вниз буквально у тебя под ногами. Огромная масса воды падает вглубь, поднимается туман, ничего толком не видно, только шум и ощущение этой мощи. Здесь нет спокойных видов, масштаб ощущается намного сильнее. Звук заглушает все вокруг, брызги, от которых невозможно спрятаться. Если в Бразилии ты смотришь на водопады со стороны, то здесь ты оказываешься внутри них. Аргентинский парк больше по территории, маршрутов здесь тоже больше, можно гулять целый день, переходить по мостикам, подходить к водопадам сверху, снизу, сбоку, и каждый раз это выглядит по-новому. Если бразильская сторона это больше про панораму, то аргентинская это полное погружение. Ну чё? Это, конечно, очень круто, прям вообще, это прям вау. Слов нет, потому что получше не сказать. Ну это да, прям вау. Верхняя тропа тоже такая роскошная. Здесь такие виды с разного ракурса. Такая мощь. При этом, кстати, людей гораздо меньше, чем на глотке дьявола. И это просто... Я не знаю, я в восторге. Посмотрев водопады Игуасу, мы отправились в следующий город нашего южно-бразильского трипа. И город этот Куритиба. Доброе утро в Куритибе или в Куритибе. Бразильцы называют, я слышала, что Куритиба, но по-русски он пишется Куритиба. Вчера мы приехали сюда где-то в районе 7 часов вечера. Уже стемнело, но то, что я увидела по пути, пока мы ехали до наших апартаментов, очень классный город. Заселились в апартаменты, господи, вы не представляете, они настолько крошечные. Это как гостиничный номер, можно сказать, только с плиточкой. При этом здесь очень много общественных зон, коворкинг, спортзал, бассейн, огромная площадка внизу, где сидеть. Возникли сложности с регистрацией из-за того, что специфика Бразилии как опасной страны. У них электронные по лицу проходки вроде бы наш арендодатель зарегистрировал, то ли не до конца, то ли что. Сайты у них только на португальском. На английском вариантов вообще нет. Никто не говорит здесь по-английски.
по-английски, кое-как, с этими переводчиками. Интернет местами пропадает, то есть без переводчика, на пальцах. Мы все-таки зарегались, прошли и просто вырубились. Куритиба известна своими, в первую очередь, большими и очень красивыми городскими парками, в которых обитают капибары. И мы, конечно же, не могли не пойти в один из самых красивых и больших городских парков. Я очень люблю именно городские парки за то, что они находятся в черте города. Это очень удобно, комфортно, особенно когда там обитают какие-нибудь звери. Как, например, это парк в Бангкоке Люмпини с варанами, так и здесь с капибарами. Ну, пойдемте посмотрим, что это за парк и что тут есть. Как и подобает в парке, особенно в бразильском парке, люди занимаются спортом, бегают, в общем, активно занимаются. Кирилл что-то там прикупил. Это что такое ты купил? Сейчас бесплатно раздавали, как мне не взять? Прям бесплатно? Ну да, вон там тот стенд с бесплатной фигней. Так это какой-то корм. Ну вот, бесплатно раздали корм. Безглютеновый, из франги. А, ну вот это и да. Супер нормально. премиум. Вот это, наверное, для капибар всяких. Нифига себе. Нет, это не для капибар. Собачки и Бесплатно котики. Ну вот, отлично, наш котик будет рад. Ничего себе, ничего не понятно, но очень интересно. Надо будет попереводить. Я просто вижу, люди подходят, такие просовывают руки, им дают пакетик. Я подумал, что почему бы и нет. Ну, все правильно. Почему бы и нет. Только это для бегунов. А, да? Ну, вон люди ходят. Чего ты меня обманываешь? Для пешеходов, а вот для бегунов. А, или велосипедистов. Я нашла существенную ложку дегтя во всем этом прекрасном парке. Здесь практически нет деревьев и нет природной тени никакой. То есть вы идете просто постоянно по открытому пространству, а здесь прям очень-очень сумасшедшее солнце. Кстати, вообще в Южной Америке обязательно всегда, даже в пасмурную погоду, пользуйтесь SPF. Здесь очень-очень опасное солнце. Ну что, мы их нашли. Мы идем к ним, там их много. Капибары самые крупные грызуны в мире. Они могут весить до 60 килограммов, и при этом они спокойные и добродушные животные. Большую часть времени они просто отдыхают, лежат у воды или медленно передвигаются по траве. Капибары отлично плавают и почти всегда держатся рядом с водой. Она для них и защита, и место для отдыха. Складывается ощущение, что их вообще ничего не беспокоит. Ни люди, ни другие животные, ни шум вокруг. Они просто живут и бесконечно чилят. В Куритибе мы провели совсем немного времени. Город красивый, спокойный и очень зеленый, но для меня слишком холодный. Средняя температура здесь от плюс 10 до плюс 25, хотя зимой может опускаться и до плюс 5. Вообще Куритиба регулярно входит во все возможные бразильские топы. Самые удобные, самые комфортные и самые безопасные города Бразилии в подобных списках почти всегда будет Куритиба. На этом наше путешествие по Южной Бразилии временно закончилось, и мы улетели осматривать соседние страны. В Бразилию мы еще вернемся, а куда полетели и что посмотрели, расскажу в следующем выпуске. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!